Здравствуйте! Добро пожаловать на мою кухню в студию Пастри-Курс вновь. Я Валерия Тищенко и хочу с вами сегодня приготовить очень вкусный французский десерт. Главная героиня этого десерта – клубника, а ее очень много уже появилось на рынках. Поэтому самое время приготовить вкуснейший классический десерт. Да-да, это именно торт фризье. Здесь у нас нежнейшие бисквиты женуаз, которые очень легкие в приготовлении, вкуснейший крем-дипломат на основе заварного крема, взбитых сливок и маскарпоне, конечно же, клубничное конфи и очень много вкусной сладкой клубники. Мне уже не терпится его попробовать. И начинаем мы приготовление с бисквита женуаз, или как его еще называют, генуэзский. Его нежная пористая структура прекрасно пропитывается и в результате буквально тает во рту. Ставим небольшое количество воды в сотейнике на огонь и даем закипеть. Будем взбивать яйца на водяной бане. Ставим миску на сотейник, дно миски не должно касаться поверхности воды. Соединяем в миске сахар, яйца, нагреваем на небольшой мощности, постоянно взбиваем, чтобы яйца не свернулись от температуры. Нам необходимо нагреть смесь до полного растворения сахара, до температуры примерно 38-40 градусов. Масса должна немного увеличиться в объеме. Снимаем чашу с водяной бани и приступаем к взбиванию с помощью кухонной машины или миксера. Взбиваем на максимальной скорости до пышной, светлой массы, стекающей густой лентой. В зависимости от мощности миксера может понадобиться 4-6 минут. Затем в 2 приема, просеивая каждую часть, добавляем муку и кукурузный крахмал. Хорошенько просеиваем и аккуратно перемешиваем с помощью силиконовой лопатки. Необходимо, чтобы все комочки муки разошлись в бисквитном тесте. Теперь можно добавить растопленное и остуженное до комнатной температуры сливочное масло. Вот такое тесто у нас получилось. Тем временем духовка разогрета до 170 градусов, режим вверх-вниз. Выливаем тесто в форму, разровняли и можно отправлять на выпечку. Через 18 минут бисквит стал золотистого цвета и пружинит при нажатии. Вот такой вот он у нас получился. Достаем из формы, пластикуем пищевой пленкой и оставляем остужаться до самой сборки всего торта. А мы тем временем займемся кремом. Крем-дипломат – это заварной крем с добавлением взбитых сливок и в нашем случае еще и с маскарпоне. Молоко наливаем в сотейник и добавляем зерна ванили или ванильную пасту. Если вы не жадничаете, добавьте зерна из 2 стручков ванили. Сами стручки тоже добавьте в сотейник. Включаем плиту и доводим все до кипения. В отдельную миску перекладываем желтки, добавляем сахар и кукурузный крахмал. Тут же не мешкая перетираем венчиком желтки вместе с сахаром и крахмалом. Как только закипит молоко, тонкой струйкой, постоянно мешая венчиком, влить кипяченое молоко в смесь. Возвращаем сотейник на плиту и переливаем желтки в сотейник, не переставая помешивать. Варим крем до загустения. Снимаем с огня, процеживаем через сито в другую емкость. Благодаря этому крем приобретет шелковистую текстуру и на сите останутся и стручки ванили, и свернувшиеся частички белка, если они случайно попали к желтку. Заварной крем готов. Добавляем растопленный желатин, хорошенько вмешиваем в крем. Пока мы крем процеживали, его температура упала и стала приблизительно 45 градусов, а это значит, можно добавлять сливочное масло. Смешиваем вручную, а можно пробить и блендером. Для того, чтобы не развивалась патогенная среда, крем необходимо очень быстро охладить. Переливаем его в плоскую емкость, которая затянута пищевой пленкой. Распределяем равномерным слоем. Накрываем пленкой в контакт и отправляем в холодильник остывать.
Заварной крем остыл полностью. Смотрите, какой он стабильный, но при этом очень мягкий. Перекладываем его в миску и для придания более гладкой текстуры взбиваем. Это также можно сделать с помощью кухонной машины К-образной насадкой или вручную, просто хорошенько перемешав силиконовой лопаткой. В отдельной миске немного взбить сливки. Сливки обязательно должны быть жирностью более 30% и добавить маскарпоне. Все хорошенько опять же взбиваем. Теперь самое время объединить заварной крем с взбитыми сливками с маскарпоне. Уверенными движениями, но аккуратно вмешиваем сливки в заварной крем. Крем-дипломат готов. Перекладываем его в кондитерский мешок с круглой насадкой. Для клубничного конфи кладем порезанную клубнику в сотейник и ставим на маленький огонь тушиться. Для того, чтобы правильно ввести в конфи пектин, смешиваем его с сахаром в отдельной таре. Клубничку постоянно помешиваем, так как она может пригореть. Будьте аккуратны. Как только клубника дала сок и стала мягкой, всыпаем дождиком сахар с пектином и активно мешаем. Даем закипеть, постоянно помешивая. Выливаем лимонный сок и затем пробиваем блендером. Остужаем под пленкой в контакт до самой сборки всего торта. Для любителей оригинальных вкусов я предлагаю добавить при сборке к клубнике восхитительный песто из сладкого базилика. Это совершенно не обязательно, но божественно вкусно. Для него нам нужен блендер, фуд-процессор или кофемолка. Хорошо, если у вас будут вот такие вот ножи, чтобы измельчить зелень в пасту. Используем свежий базилик, марципан, оливковое масло, мед и сок лимона. И пробиваем все это до однородного состояния. Поможет нам в этом кухонная машина Kenwood. Вот такой вот сладкий базиликовый песто у нас получился. Для пропитки бисквита я решила использовать сироп из сока лайма. Также я люблю добавлять в сироп и цедру, которая у меня всегда хранится в морозилке. И, конечно же, сахар. Включаем плиту и доводим до кипения и полного растворения сахара. Переливаем в удобную емкость и приступаем к сборке десерта. Для начала вырежем из бисквита нужные заготовки диаметром 14 см и 16 см. Затем нарезаем клубнику на половинки, желательно одной высоты, для того, чтобы выложить по диаметру всего тортика. Также нам необходимо нарезать клубнику на четвертинки для добавления в начинку конфи. Подготовим форму для сборки диаметром 18 см. Лучше всего установить кольцо сразу на то блюдо или на ту подставку, на которой собираетесь подавать торт. Прокладываем борт ацетатной пленкой и начинаем выкладывать вдоль порезанную клубнику. На дно формы кладем бисквит диаметром 14 см и пропитываем его еще горячим лаймовым сиропом. Кремом начинаем заполнять пространство между клубничками. Также выкладываем по спирали крем и на дно. Равняем по стеночкам палеткой. Соединяем нарезанную на четвертинки свежую клубнику с готовым клубничным конфи и выкладываем в середину. В этот момент можете добавить сладкий базиликовый песто. Лично я люблю это сочетание, а дети не очень, поэтому в этот раз я его не использовала. Разровняем начинку и сверху накрываем бисквитом диаметром 16 см. Пропитываем его лаймовым сиропом. Заполняем пространство и всю поверхность кремом. Разравниваем длинной палеткой верх торта, чтобы сделать его абсолютно ровным, и отправляем в холодильник. Достаем торт из холодильника, аккуратно снимаем металлическое кольцо и снимаем ацетатную пленку.
Украшаем на ваше усмотрение. Здесь я использовала все тот же крем Дипломат, отсадив небольшие башенки, остатки клубничного конфи и сладкий базиликовый песто. Украсила ягодками клубники, которые предварительно опустила в нейтральную глазурь. И вот что у меня получилось. Ну что ж, торт фризье готов. Спасибо, что провели со мной время. Надеюсь, вам понравилось, и вы повторите этот замечательный тортик у себя дома на кухне. Подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки. Конечно же, жду ваших комментариев. До новых встреч. Пока!